Какие воспоминания скрывают в себе строение, которому уже более 200 лет? Будь возможным воспроизвести их на экран проектора, словно фильм. Сколько поколений людей побывало в его стенах с момента постройки до нынешних времен? Как много может сказать каждый камень этого величественного строения, затерянного во времени, пережившего несколько эпох. Здесь, в селе Бигач, возвышаясь на холме, поврежденная временем и разрушением, стоит Свято-Троицкая церковь, все так же монументально и красиво. Согласно исследованию одним из черниговских историков, в Государственном архиве была установлена дата постройки Свято-Троицкой церкви – 19 мая 1788 года. Инициатором постройки был помещик князь Петр Иванович Кейкуатов, который владел селом Бигач в 80-х годах 18 столетия. Свято-Троицкий храм было решено построить вместо уже имеющейся в селе Троицкой церкви. Возможной причиной такого решения было нахождение рядом с местом расположения новостроенного храма роскошного имения князя Кейкуатова. Святыня якобы визуально дополняла вид поместья, и семья Кейкуатовых посещала богослужения, проходя по мостику через небольшую реку Бигач, разделяющую поместье и церковь. Об этом нынче сложно судить, поскольку от поместья не осталось ни единого камня после его уничтожения в результате крестьянских волнений 1900-х годов. А на предположительном месте его расположения ныне находится территория, поросшая деревьями и кустарником. Следов мостика, к сожалению, также нет. Церковь же осталась единственным живым поныне воспоминанием тех лет. Церковь выполнена в стиле классицизма или ампира, однокупольная, в преобладающем античном стиле, четких геометрических форм, с массивными колоннами, поддерживающими треугольные портики, за которыми располагался портал. В плане помещение прямоугольное, имеет 3 входа. Главная особенность помещения церкви – это то, что перекрытие здания опирается на колонны. К сожалению, внутрь мы смогли заглянуть только благодаря большой дыре в стене, образовавшейся из-за обрушившихся кирпичей. Крытая галерея, примыкающая к церкви, и колокольня не сохранились. Согласно некоторым источникам, архитектором Свято-Троицкой церкви выступал сам князь Кейкуатов. По другим источникам, зодчим мог быть Дмитрий Егорович Ефимов, выдающийся архитектор, известный своими знаниями древней архитектуры. Однако, учитывая, что определенная дата постройки церкви 1788 год, а дата рождения Ефимова 1811 год, то это могло быть правдой, только основываясь на источнике, утверждающие, что дата постройки церкви 1839 год. Еще одной особенностью храма является то, что он ни разу не перестраивался и сохранился в практически первозданном виде, несмотря на разрушения. В 1847 году в селе Бигач у семейства Кейкуатовых гостевал Тарас Григорьевич Шевченко. Вероятно, он мог посещать Свято-Троицкий храм, хоть никаких официальных сведений об этом не сохранилось. Свято-Троицкий храм пережил Вторую мировую войну,
утратив башню с колоколом. Немцы, захватившие Бигач, упражнялись в стрельбе, используя колокол как мишень, пробив в нем дыру. Также он пережил советский период. Используемая под колхозные нужды в качестве склада с минеральными удобрениями, святыня основательно обветшала. И, несмотря на охраняемый статус, положение дел по сохранению этого уникального памятника архитектуры не улучшилось. В этом году местный пенсионер, прилагающий все возможные усилия для сохранения Свято-Троицкого храма, обнаружил, что в помещении святыни на одной из стен проявился крест. Мужчина ради спасения церкви продал собственный дом в Бигаче и собрал некоторую сумму от небезразличных людей. Однако этих средств более чем недостаточно для начала реставрационных работ здания. На вырученные деньги мужчина установил забор вокруг церкви, высадил неподалеку деревья и построил небольшую колокольню. Проект реставрации церкви включал в себя постройку колокольни с примыкающей к основному зданию открытой галереей, точь-в-точь взамен разрушенным. Однако на его реализацию необходима большая сумма денег. Покуда государство наконец обратит внимание на разрушаемый памятник архитектуры, благодаря усилиям неравнодушных людей церковь выстоит и еще будет очаровывать своих прихожан, также просто любопытствующих людей, величественной архитектурой вкупе с удивительным шармом, заложенным автором при постройке.